Всем привет, с вами Кронж. И сегодня я хочу поговорить о новой гемной игре в Телеграме PixelTap от Pixelverse. PixelTap — это своего рода ноткоин или хамстер камбот в мире игр, позволяющий пользователям зарабатывать токены. Собственно, забирая токены каждые 8 часов и сражаясь друг с другом в PvP-баттлах в мини-приложении в Telegram, которое сейчас перед вашими глазами. PixelTap — это игра в Telegram, созданная бывшими сотрудниками команды по листингу Binance, Trust Wallet, Binance NFT, Riot Games и другими. Это один из единичных проектов, у которого в принципе открытая команда, которую все знают, которые публично уже выступали неоднократно, у которых есть какой-то опыт и репутация. Поэтому этот проект считается для меня лично очень гемным на данный момент. Также PixelTap, хоть и новая игра, но уже получила популярность, уже 500 тысяч активных пользователей, хотя сейчас и ранняя стадия считается. Также PixelTap обещает, что токен будет перечислен на нескольких крупных биржах в июне. Расскажу, почему PixelTap отличается от других тапалок в Telegram. У команды уже есть веб-3 игра Pixelverse. Это полноценная киберпанк видеоигра и блокчейн-инфраструктура с низкими комиссиями. Это не просто мини-приложение в Telegram, которое я планирую заходить, но и полноценный большой проект Web3. Перейдем к команде Pixelverse. Как они сами заявляют, команда у них опытная, большая команда разработчиков, еще больше команда маркетинга. Так как команда международная, находится во множестве стран, соответственно, знает множество языков, в связи с чем я думаю, что это не просто тапалка, которая обычно по СНГ и русскоязычным обществам набирает какой-то комьюнити, а это будет прям какой-то крутой международный проект. Соответственно, раз он международный, то там будет сильно больше пользователей, сильно дороже рекламы, сильно больше инвестиций, чего я очень надеюсь, что и стоимость токена, и то, что нам насыпет, тоже будет сильно больше. Так, перейдем к основателям. Что для меня одно из самых главных и что меня здесь сильно зацепило, это то, что команда открытая, то, что все лица, все имена есть, люди уже в своих кругах популярные. Не будет такого, что вдруг проект схлопнется, исчезнет, как сейчас многие делают, и пропадет. Когда люди вот так открыты, команда работает, есть уверенность, что проект точно дойдет до конца, точно выполнит в каком-то виде свои обещания, и это сильно успокаивает. Генеральный директор или SEO — это у них Кирилл Волгин. Основал StepUp, объединяющий проект фитнес-технологий блокчейн. Я, честно говоря, немного далек от этой сферы, но я посмотрел, что есть реальные видео, есть реальные статьи. Этот человек действительно уже имеет огромный опыт, заработал огромные деньги, поэтому раз он официальный генеральный директор, значит перспективы хорошие. Также выделяется на сайте директор по маркетингу, я, честно говоря, его не знаю. Я скину ссылку на одно из YouTube интервью, чтобы вы их тоже обоих могли увидеть, если захотите, и вам это будет интересно. Также в команде Pixelverse выделен Кори. Он запускал платформу Binance NFT, основал подразделение по развитию бизнеса в Trust Wallet. Последняя должность его была должность старшего менеджера по листингу в Binance. И раз он имеет такие связи с Binance, благодаря тому, что этот Кори в команде, есть шанс, что токен тоже выйдет на Binance. А вы знаете, что это значит? Это значит, что у него будет очень хорошая цена, которая нас может очень покормить. Посмотрели команду, теперь перейдем к партнерам. Сильно подкупает множество партнеров этого проекта. Первый партнер SafePal. Все мы знаем эти холодные кошельки, но кто новичок, возможно, еще не знает, но этот кошелек даже у меня куплен и лежит в ящике стола. Следующий партнер Keros Ventures. Я прошу простить заранее меня за мой английский, он не очень хороший в произношении, если что. И, возможно, я могу какие-то слова произносить не прям вот точно, как они должны звучать. Keros Ventures тоже многие знают, кто в крипте уже давно. Следующий партнер Param Labs. Также Pixel Moon и Trust Wallet, которые уж точно знают большинство людей, кто в крипте уже хоть какое-то время. Есть также и другие партнеры, то есть их там огромный список, я вам озвучил самых крупных. Также по информации с канала Pixelverse, игра находится на ранней стадии, она только сейчас получила обновление, буквально вот вчера или позавчера, и запустилась полноценно вот в таком крутом виде, в котором она сейчас есть. Там уже 500 тысяч игроков, ну вы сами понимаете объемы других тапалок, те же и хомяки, и ноткоины, и все остальные уже там имеют огромную миллионную аудиторию, поэтому сейчас получается еще ранний вход. То есть потом в будущем могут быть какие-нибудь изменения, может быть уберут какие-нибудь бонусы, или наоборот придется что-то еще покупать. Сейчас можно зайти бесплатно, набрать приличное количество токенов за короткое время. Не знаю, какой потом будет курс, и никто вам об этом не скажет, но я считаю, что если у нас появилась возможность зайти в реальный перспективный проект на ранней стадии, то лучше залетать. Также это один из первых проектов, кто официально заявил, что у них есть надежная античит-система. Честно говоря, я пока не знаю точно, что она из себя представляет. Я думаю, в ближайшее время мы поймем, насколько она надежная и что она из себя представляет, но будет очень интересно, если
они смогли через Telegram бота как-то ограничить множество скриптеров, я бы хотел посмотреть подробно. Перейдем к токеномике. Ну, из того, что самое интересное, 25% in-game reward. Это получается 25% токенов будет наградой. С учетом того, что у них, скорее всего, очень много инвестиций и токен будет стоить, я очень надеюсь, что приличную сумму, то это очень большая раздача будет для нас. Сеть блокчейна Эфир, даже если комиссии будут крупными, но нам раздадут прям хорошие денежки, не жалко будет потратить денег на комиссию, как это уже было с некоторыми другими проектами, которые не так давно раздавали. Я всегда старался обходить Web3 игры на эфире. Как оказалось, по итогу там самые большие комиссии, но и самые большие награды. И если вычесть комиссии, получается все равно сильно больше, чем в каких-то других сетях. Возможно, это сложилось как-то исторически, но, возможно, даже нас эта сеть эфира и не затронет, но увидим в будущем. Пока токеномика такая у вас перед глазами, сроков здесь пока никаких в дорожной карте не указано, к сожалению. Видимо, придется ждать. Но я уверен, что раз такая крупная команда, то, скорее всего, будет все более-менее корректно и не будут затягивать на 2-3 года. По информации от Pixelverse, их долгосрочная цель построить 2D открытый мир с возможностью сторонним разработчикам создавать мини-игры для расширения вселенной. Ну, то есть, по сути, они хотят и планируют стать следующим сэндбоксом, который, я думаю, многие слышали, кто-то даже с него заработал приличные деньги. Конечно, если бы у них это все получилось, на нас бы это тоже отразилось, потому что наши награды, которые мы когда-то получим, тоже были бы сильно выше. Обобщая сказанное ранее, у проекта сильная команда, сильные продукты, которые уже существуют, и они обещают везде, что это только начало, и так как выделено большое количество токенов на комьюнити, то мы можем теоретически получить прям очень большие деньги, если будем постоянно играть и играть по нашей схеме, которая принята на нашем канале. Ну что ж, я вам рассказал, почему такой крутой проект, по моему мнению, теперь давайте наконец-то перейдем к самой игре. Итак, мы переходим по ссылке. Я оставлю реферальную ссылку в описании и в комментарии закрепленном. Рекомендую переходить по ней, потому что тогда вы получите бонусные токены, и я получу бонусные токены. Если вы зайдете просто так без ссылки, вы их не получите. Решать, конечно, вам. Итак, мы зашли в игру. Я зашел в игру вчера, но особо много еще сделать не успел. Вот наш главный экран. В таком виде он выглядит. Изначально токенов, конечно, поменьше. Самое основное это то, что мы можем собирать токены каждые 8 часов. Мы уже знаем проекты, у которых есть тоже похожие схемы, но здесь это сделано сильно круче, за что большая благодарность. Надеюсь, это не уберут. Как вы видите, у меня тикает таймер, что осталось 4 часа 42 минуты, но я могу нажать сейчас и забрать токены, и таймер опять обнуляется на 8 часов. То есть не надо по будильнику 8 часов выжидать. Вы можете заходить хоть каждые 3 часа. Можете зайти через 12, ну тогда, конечно, не будет награда уже копиться, будет просто висеть. Но, допустим, вы можете зайти через 7 часов и не как обычно расстроиться, уйти, а забрать то, что уже намайнено, и потом снова 8 часов ждать. В общем, за это спасибо, это удобно. Также, если зайти в раздел бой, мы увидим наших питомцев. Я уже купил одного, просто тестировал, а одного нам выдали изначально, по умолчанию. Покупать питомцев можно раз в сутки. Я уже купил. Я так понимаю, выдаются рандомно питомцы. Сейчас покажу, какого мне выдали. Вот этот вуп-вуп. Самые обычные характеристики точно такие же, которые были и у моего базового, которого мне подарили. Можно этих питомцев обновлять кнопкой обновить и за монетки, которые мы фармим. Я пока точно не знаю, до какого уровня можно апать и какие траты монет. Я думаю, вместе с вами в чате мы это по ходу дела уже и выясним. Но мне нравится механика, что, во-первых, есть питомцы, во-вторых, их можно прокачивать. Итак, мы увидели питомца, мы можем его обновлять до какого-то уровня, но сколько нам хватит токенов, можем докупать питомцев. Я так понимаю, что желательно покупать питомцев каждые сутки и обновлять их, насколько хватит возможностей. В чате мы это обсудим, и, скорее всего, я еще буду делать новые посты по ходу развития игры и об этом тоже всем сообщать. Также есть вкладка задачи, стандартно, как мы знаем у многих проектов. Здесь стандартные задания, зарегистрируйтесь, присоединитесь и так далее. Также появится скоро задание по лигам. Я так понимаю, что мы по количеству монеток или по количеству боев, или по количеству прокачанных питомцев будем какие-то лиги занимать. И наверняка за переход в новую лигу будут давать награды. И также, видимо, скоро появятся реферальные задачи. В каком виде они будут, я не знаю, но мы знаем, как можно набрать рефералов, поэтому будем их ждать. Также здесь есть вкладка рейтинг. Я так понимаю, что здесь лидерборд по рефералам. Смотрю, тут просто какие-то огромные количества. Вижу здесь как раз Кори, про которого я говорил. Видимо, он свою ссылку тоже активно распространяет. Дальше переходим в вкладки «Пригласить». Это, собственно, наша реферальная система. Здесь мы нажимаем «Пригласить друзей», получаем свою ссылку и раскидываем. Можем раскидывать, как мы делаем обычно, можем через знакомых, друзей. Ну, в общем, вы сами знаете, как это все делается. Рекомендую на ранней стадии сделать себе рефералов, чтобы в будущем, может быть, с этого что-то вам выгорит. Теперь перейдем к самому интересному. Это бой. Но это лично для меня самое интересное. Допустим, мы выбираем нашего питомца, нажимаем «Бой». Сразу же находится противник. Насколько я понимаю, это также живой человек. И в чем тут специфика? Нам показывает кружочком, куда надо тыкать, и мы, собственно, в это и тыкаем. Это, видимо,
защита от кликеров и прочего, меняется точка, куда надо нажимать активно. Суть игры в чем? Кто активнее тапает и не пропускает удары, тот и выигрывает. Ну, как видите, для видео я снимаю не очень активно тапаю, поэтому проиграл, получил убыток минус 250 монеток. Здесь смысл такой, что если мы проиграем, мы 250 токенов теряем, если выигрываем, 500 получаем. Противники примерно равные. Конечно, пальцами на телефоне сильно удобнее тапать. При победе мы получаем плюс 500 токенов. Попробовал прокачать моего купленного питомца до 5 уровня. Мне предложил уже вот такого соперника, а не того, который был в начале со статами 1-1-1. Еще вот такого и вот такого. На троих я потестировал. Как видите, у всех статы разные. Честно говоря, я пока не понял, на что реально влияют статы. Я все 3 раза победил, потому что с телефона тапал. Как вы видите, там уже дают 2500 токенов за победу. Я понимаю, плюс 500 монет за каждый уровень. За поражение, естественно, в 2 раза меньше, 1250 минус. Если вы играете с телефона, можете быстро тапать и хотите максимально быстро и много монет поднять, то, наверное, качать уровень это прям ваш вариант. Тогда вы быстрее сможете набрать токенов и набрать много побед. Главное, что это вот что-то новое и интересное. Реальное PvP я еще не помню. Мне кажется, ни в одном проекте не встречал. И это первый проект, который его реализовал наконец. Можно даже из интереса побатлиться со своими соперниками. Теперь перейдем к вопросам, как нам потом вывести и заработать. Теоретически информация, которую написали в официальном чате, то в июне будет листинг на крупных биржах, и где-то после этого можно уже будет делать первые выводы. Ну, насчет этого я прям не уверен на 100%, но если они обещают, что уже относительно в ближайшее время выводы будут, даже если сроки продлят, все равно это будет относительно скоро. Поэтому чем быстрее мы войдем, чем быстрее мы получим кучу рефералов и будем постоянно тапать, тем больше мы получим дроп. Также еще мои мысли по этому поводу. Мы очень ждем дропа тех проектов, которые мы заходили на моем канале. Это Hamster Combat, Memify, TapSwap. У них у всех там сроки плюс-минус июль. Было бы логично, если бы PixelTap решил тоже сделать дроп, пусть даже без какого-то полугодового прогона, как у других проектов, но тоже где-то в это время. Потому что сейчас Notcoin, как вы знаете, все растет жестко, поэтому сеть Тоны и проекты на Тоне жестко хайпуют, и есть шанс, что при листингах цена будет очень высокая у токенов, потому что просто это все на хайпе. Многие будут на примере Notcoin покупать их, стейкать и так далее. Кстати, да, здесь в проекте тоже планируется стейкинг, не знаю, в каком виде он будет и надо ли будет нам стейкать монеты, об этом я уже напишу чуть позже, буду ли я сам это делать. Итак, давайте подведем некоторые итоги по проекту и скажу, как я, собственно, буду действовать. Для тех, кто новички и еще не участвовал особо в проектах, если вы пропустили Notcoin или вы поздно зашли в Hamster Combat или в какие-то другие игры типа TapSwap или Bloom, вы хотите получить какой-то дроп, то рекомендую войти в PixelTap, потому что он сейчас на ранней стадии, а значит, это именно тот проект, на котором вы еще можете прилично заработать. Плюс-минус на равных со всеми успеете прокачать свои аккаунты и быть, ну, если не в топе, то и не в самом низу. Также я выбрал этот проект, потому что он 100% бесплатный. Уже множество проектов существует, мне очень много скидывали в личку и в чате. У многих проектов надо что-то вложить, чтобы потом поиграть или увеличить, или какие-то пирамиды. Я противник всего этого, где есть риски для ваших денег. Ну и для моих, естественно. Поэтому я ищу полностью бесплатные игры и желательно, где есть перспективы. Вот PixelTap это вот сейчас один из самых гемных моих теперь проектов. Я на него делаю большие ставки, больше, чем на Bloom, потому что Bloom мутит какие-то непонятные вещи, которые мне не очень нравятся. PixelTap пока что по их каналу такого нету, конечно, увидим в будущем. Лично для меня это сейчас будет одна из приоритетных игр. Естественно, если я не совсем был уверен в том же Hamster Combat или TapSwap, потому что там анонимные команды и непонятно, что они будут делать, и реально будет листинг или они возьмут свернуться, то здесь из-за того, что уже известная крупная команда, то она точно никуда не денется. А значит, это один из тех проектов, где вот прям на 99% мы дойдем до конца и получим точно какую-то денежку. Ну и в любом случае, если вы опять же новичок, то рекомендую влетать во все игры, которые я выкладываю у себя на канале, потому что по-любому несколько из них выстрелят, раздадут нормально денег, вы сможете поднять свой первый банк для окупа всех своих затрат на все свои аккаунты, ну и во-вторых, и для развития в дальнейшем банка. Потому что рано или поздно, к сожалению, таплки кончатся, так всегда происходит, и надо будет переходить на что-то другое. Не факт, что туда можно будет перейти без денег, поэтому рекомендую сейчас, пока есть возможность и перспектива, вылетать во все таплки. Ну и в PixelTap, конечно же, в частности. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на наш канал YouTube. У нас уже почти 3000, думаю, на момент видео уже, надеюсь, будет 3000. Но чем
нас больше, тем больше мотивации искать новые проекты и придумывать какие-то новые интересные темы. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Возможно, для некоторых у нас тут будет эксклюзив, как открыть любую игру через браузер, даже если она там не должна открываться. Причем это без каких-то очень сложных манипуляций, довольно быстро, легко, и мы надеемся, что без каких-то последствий. Так что, если вам интересно это или какие-то другие новости, которые мы выкладываем, обязательно подписывайтесь. Также не забывайте про наш чат в канале Телеграма. Там сейчас набралась уже хорошая команда. Помогаем друг другу в различных вопросах, стараемся отвечать на вопросы новичкам. Так что, если у вас будут какие-то вопросы, то желательно туда вступать и там их задавать. Там мы, прежде всего, сможем вам помочь. В принципе, на этом все. Всем удачи, всем спасибо, всем пока.